Всем доброй ночи. Продолжаем с вами начатую войну. И ведем эту войну по всем фронтам. Для начала вам покажу ради интереса ритуальную комнату Яны. Она здесь отсюда не видна, наверное. Не знаю, сейчас вспышку включу. Будет ли видно вам? Ни хрена тут не видно еще больше. А вот. Вот ритуальная комната Яны. Сейчас она там сидит и следит за прямым эфиром. Или сейчас зайдет туда, потому что еще не знает, что эфир начался. Это так, показываю вам. У нас то дождь, то солнце. В общем, природа тоже сошла с ума. Мир сошел с ума. Короче говоря, трындец. Выключу вспышку. Так вот, друзья мои, для чего я собрала вас здесь еще раз и опять? Я говорила и повторяюсь. Здравствуй, Алена. Я говорила и повторяюсь, кто не хочет стать рабом, тот рабом не станет. Но все делается для того, чтобы, знаете, взять нас в кольцо. Самое страшное, что творится, это согласие баранов. Абсолютно безмозглого стада, которого так зашугали, что я сегодня прочитала кое-что и была просто в шоке. У женщины якобы нашли этот вирус, якобы ее лечили и выписали домой. Так вот, дети ее не забрали ее домой. Отказались пустить ее обратно в дом. После чего она покончила с собой. Вы понимаете, что это террор на просто таком всеобщем уровне? Это ужасает. Человека могут заживо сжечь в его доме, если кто-нибудь укажет, что он там болен якобы. Это сумасшедший дом, это охота на ведьм, это, не в буквальном смысле, это просто мракобесие ужасающее. Мне просто интересно, как будут ее дети жить вообще, жрать хлеб, спать, дышать святым воздухом, если они свою мать отказались забрать. Так зашугали людей, что я вам говорила, внук приехал бабушке привезти кушать. Бабушка не пустила его домой. Нет, ты с Москвы, сюда не заходи. И этот мальчик ночевал в машине. На следующий день злой поехал обратно домой. До такой степени зашугали это стадо, что стадо само идет и сдает тесты. Когда 2 курицы пошли и сдали тесты на своих детей, и после чего им позвонили, сказали, что у них выявили эту болезнь, и теперь приедут с ОМОНом, с милицией и отберут детей. Или вы детей отдадите, или мы лишим вас родительских прав. Мы дошли до того, что абсолютное беззаконие стало просто модой. Абсолютное беззаконие стало нормой жизни. Понимаете, беззаконие. Людей на улице могут тащить в машину, бить. И это считается нормально. Никаких правовых норм не соблюдается. Подходят к тебе маску носить. Где написано, кто сказал? Телевизор же смотрите. В интернете почитайте. Понимаете, беззаконие стало нормой жизни. Это страшно. И она стала нормой жизни согласие стада, которые на это согласны. Когда я смотрела, как в Испании избивали человека, который пошел за хлебом, вышли и эти, полицейские бьют его дубинками, а твари стоят на балконах и аплодируют. Я поняла, что это стадо должно гибнуть. Пускай они гибнут, друзья мои, мы их спасать не собираемся. Мы должны спасать себя и своих детей. Стадо мы никогда не пробудим. Ради стада мы никуда не пойдем, ничего не будем требовать. Стадо должно гибнуть. Ее должны пустить нам мясо и кости. Теперь смотрите. Постепенно подходим к этому. Вот в тех странах, где
люди, абсолютно бесправные, безмозглые существа, начинают вводить обязательную вакцинацию. Вакцинацию от чего? Мы еще не поняли, есть ли такая болезнь вообще. Мы еще не поняли природу этой болезни. Но нас хотят вакцинировать. Там сказано, что этот вирус усиливает любые болезни. Тогда можно каждому человеку ее приписать. Очень хитрожопо придумано. Это вирус усилил у тебя порог сердца. Это вирус у тебя усилил там воспаление легких. Это вирус у тебя усилил геморрой. Это вирус у тебя усилил не знаю что. Теперь про тесты. Значит, пока приглашают всех на тесты. У нас, видимо, не вот метит просто на место примера. Он не понимает, что с ним будет в скором времени. Пожалуйста, в Осетии выгоняют людей с маршруток и так далее. И ради чего пострадал этот оперный певец, который обратился к народу? Разве этот народ был достоин свободы? Скажите мне. Он был достоин вообще называться народом, когда этот человек сейчас сидит в тюрьме, и наверняка его и пытают, и на него уже повесили 1000 статей, а народ гонит друг друга из маршрутки и автобуса. Вы стадо, я вам говорю в лицо, вы баранье стадо. Такими останетесь. Но я хочу сказать разумным людям. Друзья мои, только магия, только призывы к силам вам помогут пережить этот момент. Когда мы начали призывать Ареса, да, пожалуйста, у многих людей, у многих не то, что открылись глаза, но много чего произошло в мире такого, что помешало их планам. И вы это знаете, потому что проводили много сотен тысяч людей из разных стран. Когда люди начали проводить антикризисные ритуалы, они смогли пережить, они смогли тайком работать. Люди должны бояться осуществлять свое право на жизнь, на работу и на свободу. Я в собственной стране не буду передвигаться в намордниках и по каким-то... Понимаете, это фашисты, когда ввели комендантский час, это во времена фашистов люди обязаны были предоставить пропуск. Я живу в своей стране, я не буду по пропускам ходить, не собираюсь. Я не рецидивист, не вор и не убийца. Я человек мирный. Я имею полное право ходить куда хочу и когда хочу. Все, точка. Так вот, дорогие друзья, творится то, что миром правят несколько богатых семей, и они хотят подчинить весь мир своей власти. Но шуганутое стадо никогда не проснется. Мы не хотим быть стадом, мы будем разумные люди. Мы от себя должны отвести этот удар. Так вот, вот эти все бункера, которые строятся по вашу душу, и когда будут забирать всех семьями туда сажать, якобы у вас взяли там анализ и подтвердили эту хрень собачью. Это маски-шоу устроили для того, чтобы заработать миллионы на этих масках, потому что продает он же сам же, понимаете? Песня моя же, пою я же, пляшу я же, и сама себе же аплодирую. Пошла нахуй! Людей я не оскорбляю, я оскорбляю таких убогих баранов, как ты. Нахуй пошла! Не буду я судить кого-то, оскорблять людей. Пошла нахер отсюда! Не тебе, убогой твари, говорить, кого я должна оскорблять, кого нет. Теперь послушайте внимательно, дорогие друзья. Пока что это приглашение. Если приглашение не будет принято, потом это может начаться вынужденная мера. Понимаете? Но есть еще и другое. Еще другой момент. Если ты не согласен на это, значит, ты не будешь работать, значит, ты не будешь то, не будешь это. То есть можешь, конечно, не вакцинироваться, но тогда ты не будешь покупать хлеб своим детям. Ну, тогда ты не будешь иметь право там ездить туда-то. Тогда тебя не пустят в самолет, тогда ты не улетишь в другую страну, тогда ты не будешь видеться с родными. Понимаете? Теперь,
Смотрите, пришло время более серьезных ритуалов. Дорогие друзья, если бы не было такого, я чувствую, что надо вам дать очень сильные работы. Работы, которые перевернут все. Работы, которые продолжат начатые. Работы, которые начнут просто войну на земле. Войну разумных за свое право. Боги. Я говорила, что боги, они одни и те же. У всех народов называется по-разному. Но функции у каждого народа у них другое. Смотрите, как бы вам лучше объяснить? Вот есть определенный энергетический эгрегор войны. И в этом эгрегоре войны боги. Один бог покровительствует или почитаем у этого народа как бог войны, другой бог почитаем у того народа как бог войны. У них функции одинаковые, то есть их можно назвать одним и тем же богом. На самом деле у каждого народа свои, но одинаковые функции. У них общность настолько, что они те же самые боги, то есть у них те же самые функции, но у них есть определенное силовое поле. Вот смотрите, боги Греции, да, Арес, Марс, он силен. Но я вам объясняла, что одни боги уходят в хаос, другие боги приходят. Тот бог, который пользуется спросом, грубо говоря, он сильнее действует. Арес. К Аресу обращались тысячелетиями, тот же Марс. И сейчас он силен. Однако хочу вам сказать, что Африка, африканские народы и племена Шанго не считают мифом. Понимаете, как уже греческие мифы мы говорим греческие мифы. Африканские народы не считают это мифом, они поклоняются Шанго по сей день. Значит, Шанго сейчас где-то сильнее. Его эгрегор пополняется, к нему ходят, его просят. Значит, Шанго в данный момент более агрессивен и активен, даже чем Арес. Хотя Арес, смотрите, что натворил. Шанго, бог войны, грома, грозный бог, очень страшный бог. Не обращайтесь к нему просто так. Только в таких ситуациях, я вас прошу, когда мракобесие в стране, когда мракобесие в жизни. Понимаете, как мы говорим о революции, она ничего не дает. Революция должна быть в мозгах, как профессор Преображенский говорил. Ну реально не дает ничего революции. Вот поверьте мне, не дает ничего революция. Люди внутри должны стать свободные, тогда мир поменяется, тогда к ним не подойдут, тогда испугаются их грамотности, силе воли, их стремлению к свободе. Революции ничего не дают. Я не просто говорю, потому что вот не хочу там что-то там против говорить или боюсь. Нет, дорогие друзья, давайте я вам приведу несколько примеров. Смотрите, в Киргизстане была революция, все забыли. Самая первая революция была в Киргизии. Когда свергли Акаева, и пришел к власти другой человек, причем тот человек, который сидел по его приказу, по приказу Акаева, его освободили, он пришел к власти, бывший генерал. Но через некоторое время он оказался хуже Акаева. Понимаете, хуже него сделал. Просто опустошил народ. После него еще хуже пришли. То есть революция дала что-нибудь? Нет. В 17 году в России, в Российской империи произошла революция. Голодные толпы, абсолютное опустошение, быдлятство, да? Абсолютное быдлятство просто, когда убили интеллигенцию, уничтожили, и пришло к власти вот эта мужицкая вот эта вот элита. Разграбили, уничтожили, ничего не дала. Теперь революция в Армении. Что дала революция в Армении? Кто пришел к власти? Психбольной человек, который еще хуже сделал и хочет поработить, полностью поработить, и идет на поводу просто американской вот этой технологии порабощения народа. Вот пришел к власти человек новый, народ обрадовался, вздохнул. Что он делает? Он делает хуже, он страшнее поступает, понимаете? Вот революция в Грузии случилась, свергли Шеварднадзе, старого лиса его назвали белый лис, коммунист, туда-сюда. Вот он, белый лис, Шеварднадзе был свергнут. Кем? Помните революцию РОС? Пришел к власти кто? Саакашвили. Что сделал Саакашвили? Напал на Осетию, убил тысячи, миллионы молодых жизней, уничтожил с двух сторон.
как сумасшедший вел себя, абсолютно такие ненормальные вещи творил, что Грузия чуть не разрушилась. Потом его свергли, пришел другой. Ничего хорошего от него тоже. Теперь революция на Украине, дорогие друзья. Вот свергли на Украине власть. Свергли Януковича. Пришли новые. Точнее, кто пришел-то у нас, когда свергли? Господи, я одну жизнь забыла, ей-богу, забыла. Кто у нас пришел? Этот, Ющенко, что ли, пришел к власти, по-моему, да? Еще хуже стало на Украине. Еще более фашистский режим стал. Порошенко, да, блин, Порошенко пришел. Хуже стало, чем было. Более разрушений больше Украины, чем когда-либо еще никогда и не было. И Крым потеряла Украина, и себя потеряла Украина, и Донецк, и восстали. Все трындец. Вот революция на Украине. Люди встали на Майдане, пошли, революцию сотворили, чтобы жить по-новому. Что дала революция им? Ни хрена хорошего. О чем я хочу вам говорить, дорогие друзья? Никакая революция вам ничего не даст. Потому что сейчас разумных политиков просто нет. Ну, не существует их сейчас. Единственный выход – это революция внутри, в душе, в голове. Если мы не станем сильные личности, свободолюбивые личности, разумные, образованные, ничего нас не спасет. Знаете, как моя бабушка говорила, вместо волка придет собака, будет та же херня. Понимаете, ну не имеет значения. Вот пришел душевно больной, у нас Пашинян. Абсолютно душевно больной человек. Ведет страну к краху полным ходом. Пришел он к власти, дальше что? Вот сделали революцию, свергли Муталибова в Азербайджане. Пришел к власти сначала Алиев старший, он был более-менее умный человек. Теперь пришел к власти Алиев-младший, который стал просто султаном, навеки вечный утвердился, сидит там и не собирается никуда уходить. Вы думаете, народ хорошо живет? Это везде пишут эти молодняки, вот это молодые дураки, хулиганы, везде на сайтах. Ой, вы там нищие умираете, а мы в Азербайджане, там красота и так далее. Вы посмотрите, кроме Баку, в Азербайджане больше жить негде и нечего. Если бы в Азербайджане хорошо жили, люди бы здесь, в Москве, не работали тысячами, понимаете, снимают квартиру у чужих людей, живут по 20-30 человек, чтобы заработать копейку. Если бы там было так хорошо, там очень красиво и прекрасно, за нефть строит Баку, дальше Баку жизни нету. И все говорят так. Вот приезжаешь в Баку, вообще красота, Эмираты. За какие шиши? А люди, которые беженцы уже сколько лет, они живут в этих палатках. Абсолютно нищета. То есть о чем я хочу сказать, что вот свержение, революции, бунты, они ничего не дают. Вот понимаете, как есть такое выражение у французов. Если помните, кстати, французская революция, Робеспьер, Марат, которые потом сами же стали самые страшные палачи, когда людей просто не просто расстреливали, людей, значит, вот этими колючими проволоками обматывали и кидали в море, чтобы не тратить патроны. Это вот такие страшные моменты, ужасающие вещи творились в каждой революции. И когда один из революционеров, когда его казнили, ведь их казнили всех потом, он сказал, революция – это чудовище, которое потом жрет и пожирает своих же детей. Понимаете, каждая революция несет разрушение, ничего хорошего. Революция должна быть в голове. Дорогие люди, в голове мы должны внутри себя сделать эту революцию и сказать, так, стоп, я человек не бесправный. Слушайте умных людей, актеры, философы выступают, объясняют, вам говорят, придите в себя, не будьте шуганутыми, разум включайте, все, хватит. Потому что я вам еще раз говорю, ну не дает никакой результат эта хрень, не дает. Насильственная перемена власти ни к чему хорошему не приводит. Объясню почему. Потому что те, которые заказывают на эту насильственную перемену власти, да, они, как правило, тоже нечистые на руку люди. Они собирают толпу, они собирают массовку, платят деньги. Помните, как Майдан устроили на Украине? Денежки давали, оказывается, наркотики кидали. Бабка одна, которая участвовала там, они же пошли деньги зарабатывать. Сыночек, деньги, гроши урвать пошел. Пожалуйста. Вот этой бабке потом, бабка приходит к врачу после этого Майдана, и доктор говорит, слушайте, вы где, говорит, принимали героин? Я не могу понять. Она, какой героин? Так у вас же, говорит, наркотическая ломка. Понимаете? То есть народу потихоньку перемешивали в чай, в кофе, вот это все.
Вы можете представить, бабушка 90 лет оказалась наркоманкой. Пожалуйста. И любая революция, она дает такие плоды. Разрушает полностью вот начисто до нуля, потом начинается дальше. Я говорю, что нужно делать революцию в головах, в мозгах своих. Пока мы не поменяемся, у нас не придет ни один великий царь, который нас спасет. Мы все ждем какого-то чудотворного царя, который вот так сейчас придет, и все станут умные, красивые. Знаете, как мне одна женщина написала: ой, у меня муж и брат всю жизнь сидят, вот уже по 20-му разу, наверное, ходки у них. Помогите, пожалуйста, чтобы они больше не сидели и стали хорошими. Я говорю, вот я сейчас махну волшебной палочки, и твои рецидивисты, да, которые уже не первый срок отмотали в самых таких страшных, северных, строгих режимах, они сейчас станут сразу же джентльмены, оденут костюмы с розами, шампанским, придут целовать тебе руки, твою мать. Ты не понимаешь, что я не Господь Бог, чтобы вот такое было? То же самое здесь. Невозможно, дорогие друзья, один придет, сменится, другой придет. Но от этого ничего не изменится. Каждый народ достоин той власти, которую достоин. Почему? Потому что если народ внутри себя культуру свою не повышает, придет, Петрович, он будет точно такой же. Васильевич придет такой же, вы понимаете? Да. Поймите, что каждую революцию тоже создают нечистые на руки люди, которые просто хотят вашей кровью через вас прийти и сесть к власти. Больше ничего. Мы, когда станем нормальные люди, достойные люди, власть у нас тоже будет достойная. Она тоже изменит отношение к вам. Поверьте мне, когда увидите, что это не стадо баранов, это свободолюбивые люди, они перестанут вами манипулировать, но когда вы сами станете сильные люди, понимаете? Не более того. Вот о чем я хочу вам сказать, что это не выход. Когда все время об этом говорят, это абсолютно не выход. Ну вот смотрите, сколько было переворотов, бунтов, сколько было вооруженных переворотов, революций. Что-нибудь изменилось? Да тот же Ельцин пришел. Что он сделал-то? Скажите мне, пожалуйста. Первая чеченская, вторая чеченская. Сколько народу умерло в Чечне? Сколько народу умерло здесь? Сколько молодых ребят привезли в цинковых гробах, похоронили? Скольким головы отрезали? Скольких замучили людей? А сколько там мирное население было убито, разграблено? Вот что принес Ельцин со своей революцией? Можете мне объяснить? Вот о чем я хочу вам говорить. Понимаете? Вот. Да, везде этот долбанный коронавирус, он у всех выявляется. У всех, даже если я пусика кровь отнесу, сдам, они скажут, что вот выявили. Понимаете, это херня какая-то. Это то, что настроено на то, чтобы у всех выявлять. Вот и все. Пока выгодно, пока деньги за это платят, врачи будут это находить у людей. Когда перестанут платить деньги, даже если ты будешь помирать от пневмонии, вот падать в обморок, и они скажут: иди домой, блядь, не порти нам статистику, пошел вон. Ну поймите уже, пока им выгодно, они у вас это находят. Выгода закончится, они скажут: да здорово вы все нахер, идите отсюда. Вон мужик написал, теща говорит, умирает, лежит, вызвали там скорую помощь, туда-сюда, перепугались, сказали: ой, у нас там это самое, вот, может быть, этот вирус. Пришли, говорит: а мазок не будете брать? Какой нахер мазок? Зачем? Нам, говорит, вы знаете, что нам за это не платят? Вот, выпейте там это, содой прополоскать, и уехали. Вот вы представьте, у здоровых людей находят этот долбанный вирус, а здесь бабка помирает, они даже не подумали проверить. Почему? Во-первых, потому что они знают, что этого не существует, что это неправда, это выдумка. Во-вторых, им за это не платят, они даже орут, да, вот зараза, боже мой. Так это получается, вся семья сидит, заражается. А они сказали: да какой мазок, там выпейте аспирин, анальгин, прополоскайте горло, пошли вот. Нет, мы не собираемся ничего делать, нам за это не платят, и вообще пошли нахер все. О чем это говорит? Вот этот вот придуманное, понимаете, якобы забота о народе. Не смешите меня, в конце концов. Никогда не думайте, что ваши интересы, ваше здоровье, ваша жизнь для них будет превыше своих интересов. Да если бы у них был интерес, что вы должны работать дальше, вы даже умирали бы просто. Они вас растаскивали туда, понимаете, кидали бы во враг и сказали: все хорошо, ничего нету. Вот точно так же, как, например, Саакашвили говорил, что там на войне погибло там сколько там, 200 грузин.
А на самом деле их погибло несколько тысяч. А невыгодно было цифру говорить и не говорили. Когда в Армении землетрясение искусственное создал Горбачев и сказали, что погибло 20 тысяч человек. Каких 20 тысяч? Больше миллиона погибло людей. У людей семей не оставалось. Там в одном здании несколько сотен тысяч людей упали. Этот роддом в Гюмри просто упал вниз. Вы представляете, весь роддом, персонал, все роженицы, все дети, все посетители, все, кто там был. Это несколько тысяч человек, это больше 15 тысяч людей. В один миг погибли, просто земля открылась, они ушли. Один ребенок спасся. Вы представляете, один единственный ребенок, ножки сломленные, 5 дней без молока, он родился в 12, и в 12:40 землетрясение случилось. Вы представьте, вот не дано человеку умереть, и он не умер. Вот так вот. Если в роддоме больше 15 тысяч человек одним махом ушли под землю, их не стало, о каком 20 тысяч жертв можно говорить? Так скрыли же, скрыли, потому что было неудобно. Понимаете? А сейчас почему говорят каждый раз эти цифры? Так надо. А теперь послушайте меня. Вот этот ритуал Шангу, можно вам делать этот ритуал в самые тяжелые моменты. Вот смотрите, в стране происходит нечто и так далее. Я вас уверяю, дорогие друзья, Меньшикова сгубили ведьмы, когда он просто перегнул палки, он просто мучил народ, и Меньшикова не стал один из самых величайших и сильных вельмож Российской империи. Уничтожили флот одного из многочисленных Генрихов, короля Испании, который пришел завоевать Англию и порабощить. И именно из-за того, что в Испании бушевала инквизиция, английские ведьмы собрались, и пока он шел на Англию, у него флот потонул. Об этом даже Сталин сказал. Флот могущественного короля потопили женщины, которых вы, может быть, за порог бы не пустили, сказал он. Он настолько верил в это все. Так вот, если люди собираются воедино, поверьте мне, что реально, просто реально делать то, что мы с вами делаем. Поменять. Вот после этого ритуала политики наши, которые стараются вовсю просто перед начальством, да, уже не знают, как себя там проявить, потому что метят на пост премьера и так далее. Вот и вы посмотрите, что с ним случится. Как у Меньшикова, знаете, который тоже возомнил себя неуязвимым великим вельможей, а потом раз, и его закидали камнями. Так вот, политики перегрызутся, и вы это увидите. И у вас будет такой кайф это видеть. И будет уже не до вас. Начнется дележ кресла, вот как пауки в банке. Такое начнется в каждой стране, в которой больше всего будут проводить. Вы увидите, что начнется. Вы видели, что было при призыве Ареса. Вот теперь, положа руку на сердце, скажите, после призыва Ареса вы сами увидели, что начало происходить по всему миру. Все сидели молча, смирно. После призыва Ареса началось нечто. Понимаете? А теперь будет еще сильнее, потому что мы с вами сейчас призовем войну. Она нам нужна. Нужна, дорогие друзья. Это война не народов между собой, это война разума за свободу, и она должна быть. Мы должны сейчас руководить этим миром, сидя дома, чтобы спутать весь этот мир. Еще раз вас прошу, этот ритуал просто так не проводить. Только в таких случаях, когда вы чувствуете, что начинается мракобесие, когда вы чувствуете, что у вас рейдерские захваты, когда вы чувствуете, что у вас на работе начинается нечто страшное, берете и проводите. А теперь я вас прошу провести ритуал к Аресу и вместе с ритуалом обращения к Аресу провести ритуал Шангу. Шангу Карифур, грозный Шангу. Это страшный бог. Через него проведенные работы, порчи, они давали ужасающий результат для людей, которым были проведены. К Шангу только обращение в самый крайний случай. Я уже сказала, в какие. А в данный момент мы должны вместе все эти ритуалы проводить. И желательно каждый вечер или ночь.
Должны быть сумерки. Начинаем. Вот именно. Они начнут грызться и кусаться, а мы будем продолжать делать. Дальше. Кто я? Сейчас я тебе скажу, кто я. И скажу, что ты охренеешь, существо. Сюда. Что нам нужно, дорогие друзья? Красная свеча, которая должна быть только для этого ритуала. Дальше. Камни. Соберите камни, помойте их, почистите некоторое количество камней, окружите свечу камнями, потому что он как бог грома бьет по камням всегда. Эти камни храните дома. Все время, пускай они будут у вас. Потом используйте для других ритуалов, но пока они пусть будут только для этого ритуала. Красная свеча. Сухое вино. Красное или черное сухое вино. Дальше. Читать нужно 10 раз. Где-нибудь откройте окно. Сейчас я не буду открывать. Ну, чуть-чуть сейчас приоткрою форточку. Итак, пусть не мешай мне. Так, возьму сейчас книгу. Есть там один текст. Камни должны быть природные. Не стоит даже думать использовать драгоценные, или как их называют, еще полудрагоценные, хотя я не согласна, полудрагоценных нет. Есть такие камни, которые очень большая редкость, более редкость, чем бриллианты. Они стоят больше, чем бриллиант. Дело не в этом. Но камни должны быть обычные. Не имеет значения количество камней. Нет, не можно. Камни должны быть. Слушайте внимательно. Вино сухое, не сладкое. Камни. Красная свеча. Читать 10 раз. Приоткрыть окно. Делайте каждый вечер. Если вы будете делать сплоченно каждый вечер, вы увидите, что получится в мире. Мы должны с вами, восковая можно обычную свечу, но она должна быть красной, цвета крови, поскольку он бог крови. Или красный алтарь, или черный алтарь. Итак, читаем. Да, там есть текст на суахили, который вам неведом, но там именно прямой призыв, что надо делать на верхах. Поэтому спокойно произносим. О великий Бог войны и грозы, Шанго Карифур, живущий на вершине Черной горы, призываем Твое войско, подними ураган войны. Веди народы в бой, подними черные вихри, да проснутся древние демоны, да гремит гром и беспощадно бьет по деспотам, что волю порабощают, что свободу в рабство превращают. Восстань, справедливый грозный Шанго, начни войну во имя свободы. Симама, Кимбунга, Шунджа, Шанго, Анзавита, 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 Кухарибу, Ватавала, Тоангуву, Бусара. О великий Бог войны и грозы, Шанго Карифур, живущий на вершине Черной горы, призываем Твое войско, подними ураган войны. Веди народы в бой. Одну секунду, одного ублюдка выкину отсюда. Все. Подними черные вихри. Да проснутся древние демоны, да гремит гром и беспощадно бьет по деспотам, что волю порабощают, что свободу в рабство превращают. Восстань,
справедливый грозный Шанго, начни войну во имя свободы. Симама, Кимбунга, Шунджа, Шанго, Анза Вита, Анза Вита, Анза Вита, Кухарибу, Ватавала, Тоангуву, Бусара. О великий бог войны и грозы, Шанго Карифур, живущий на вершине Черной горы, призываем твое войско, подними ураган войны, веди народы в бой, подними черные вихри, да проснутся древние демоны, да гремит гром и беспощадно бьет по деспотам, что волю порабощают, что свободу в рабство обращают. Я сейчас вас буду выкидывать с форума. Восстань, справедливый грозный Шанго, начни войну во имя свободы. Симама Кимбунга, Шунджа Шанго, Анза Вита, Анза Вита, Анза Вита, Кухарибу, Ватавала, Тоангуву, Бусара. Вы слышите или вы задницей слушаете? Было сказано русским языком. Такие ритуалы нельзя применять для личных нужд. Для врагов я вам дала такие сильные работы, что просто позавидуют вам все и вся. Вы слышите меня или нет? Силу такого Бога нельзя призывать для личных целей на одного врага. Сказала, это очень сильный ритуал. Он вам пригодится всего несколько раз в жизни, может быть, потом, после этого мракобесия. Вот люди, уровень людей, поэтому ему можно внушить и пугать их, кого хочешь и кто хочешь. О великий Бог войны и грозы, Шанго Карифур, живущий на Черной горе, на вершине Черной горы, призываем твое войско, подними ураган войны, веди народы в бой, подними черные вихри, да проснутся древние демоны, да гремит гром и беспощадно бьет по деспотам, что вам волю порабощают, что свободу в рабство превращают. Восстань, справедливый грозный Шанго, начни войну во имя свободы. Симама, Кимбурга, Шунджа, Шанго, Анза Вита, Анза Вита, Анза Вита, Кухарибу, Ватавала, Тоангуву, Бусара. О великий бог войны и грозы, Шанго Карифур, живущий на вершине Черной горы, призываем твое войско, подними ураган войны, веди народы в бой, подними черные вихри, да проснутся древние демоны, да гремит гром и беспощадно бьет по деспотам, что волю порабощают, что свободу в рабство превращают. Восстань, справедливый грозный Шанго, начни войну во имя свободы. Симама, Кимбунга, Шунджа, Шанго, Анза Вита, Анза Вита, Анза Вита, Кухарибу, Ватавала, Тоангуву, Бусара. Когда прочитали, оставляйте некоторое время гореть в свече, потом тушите пальцами или гасилкой. Вино оставляйте до утра и выливайте. Камни можете убрать для следующего ритуала. Свеча может быть и восковая, и обычная. Но его используют только для этого ритуала. Закончится, берите другую свечу. Когда уже останется чуть-чуть, оставьте догореть и просто выкиньте. Ничего не нужно. Ему не нужна сейчас в данный момент никакая, то есть никакой откуп. Он откуп берет от людских вот этих вот агрессивных посулов и от их энергии. Мы будем
делать до победного. Вот что я вам скажу. Мирно, спокойно и через силы. Все. Всем добра, если так можно найти добро сейчас в этом мире. Чуть позже еще сниму, у меня очень много дел. Но я, видя это все, понимаю, что мне нужно сегодня же вам дать эти ритуалы, иначе завтра может у нас не наступить. Все. Да, пока ежедневно, пока эта хрень собачья не закончится, желательно ежедневно призвать и Ареса, и Шангу, чтобы перемешали весь этот мир к чертовой матери и привели народ к разуму. К разуму, разум спит. Всем удачи!